Саша сегодня решил целый день заняться покосом травы. Ходим к нашим подружкам. Ой, посмотрите, яички повыкатывались. Берем банку. Оп. Видите, как сразу пошло. Съели. Значит, труба была пустая. Вот, сейчас будет видно, как они будут съедать. Сколько у них там осталось. Мы вчера, кстати, сделали метки, сколько воды они выпили за сутки. И вот за сутки они выпили. Вот, видите, черная метка. Мы налили, были целое ведро. И за сутки вот сколько они выпили. Причем у нас там стоит капельные поилки. А вот там внутри яички еще есть, которые не поскатывались. Сейчас соберем, посмотрим, сколько наши подружки яичек нам принесли за сутки. Они еще молоденькие, только начали нестись. Вот. Вот. Ну что, как вы тут? Вот, смотрите. Раз, два. Вот. Остальные выкатились сюда. Так, берем перепелкам нашим. О, какая красивая сочная трава. Сейчас мы им закинем зеленушки. Оп. Получается, вот мы их покормили, засыпали бутылки, поставили бутылки в трубы. И вот они постепенно съедают, и постепенно с трубы выходит корм. И поэтому нету большого расхода, что они там разбрасывают часть. Вот, всего им хватает. И вот наш сегодняшний первый улов. Так, Саша скосил половину участка, и нам эту траву надо собрать в теплицу, потому что мы потом этой сухой травой будем обкладывать наши помидоры, и трава будет держать влагу и не даст расти траве. Вот, пока у нас в теплице колосится просто трава, но скоро будем это все засаживать помидорами. О, Саша надувает колеса в дедовом велосипеде. Пойдем посмотрим, что у нас там дед делает в своей будке. О, музыка у него тут идет. Ложит печку. Сидит. О, потолок покрасил. Там имитация. И вот печка такая будет стоять с дверьками стеклянными. Здесь еще ничего не делалось, просто отгорожено. У нас есть такая целая куча отходов от досок, горбыль. Будем сегодня с него делать грядки. Саша уже выбирает досочки. Полетела доска. Вот. Убирать землю мы не будем, а будем прям здесь и делать. На эту траву мы застелим картон, накидаем земли, и будет грядка. Будущие грядки. А, там земля немножко неровная. Целина. За короткую сделку вбивать, наверное. Даже не знаю. Иди бери у деда уровень. На глаз. Ну, давай на глаз.
Короче, будут крутые у нас грядки. Так, Сашины грядки почти готовы. Почти готовы. Говорит, ага. А я тем временем теплицу убрала один бок. Всю траву, вся трава у меня тут сохнет. Это уже потом, чтобы переложить помидоры. У меня тут виноград сладкий растет с одного краю. И с другого там не видно за бочкой. Вот сейчас Саша доделает грядку. И мы этот верхний слой снимем туда в грядку. Постелим везде картон. И поедем за землей на озеро. Мы заслали грядку слоем толстым картона. Сейчас с теплицы Саша выносит верхний слой, чтобы уже там тоже заслать картон и потом уже садить помидоры и сыпать в другую землю. Перенесли из теплицы часть земли в нашу грядку. Тут у нас вообще как мусорка от коробок, скотч, коробки, которые не подходят. И вот застилаем теплицу. И на коробке землю. И поедем еще за хорошей землей с тачкой в лес. Да, зайка? Поедем с тачкой в лес за землей? За грибами. Так, у нас тут есть перепревший навоз от наших уток, там куры, все, что у нас было, свинки. И сейчас мы это в теплицу добавим. У нас был такой мешок. Это мы покупали в котел гранулы. Он долго стоял. И уже тоже, смотрите, уж прям в чернозем превратился. И мы тоже решили добавить в теплицу его. О, какая хорошая корневая система. Смотрите, какие корешки. Очень хорошие помидоры. Так, делаем в виде луночки, чтобы потом не выливалось все это. Так, теперь берем траву и обкладываем. Вот так вот буду сажать все помидоры. Так, вот мои первые помидорки, уже обложенные сеном. Саша скосил траву, я тут в теплице высушила. Ну и вот таким способом буду засаживать всю эту сторону. В конце виноградик. Так, посадила я свои помидорки. О, дед тут у меня одуванчики сушит в теплице. Сказал, чай будет пить. Так, а я посадила свои помидоры. И сейчас буду вот этой травой облаживать. Вот одна сторона теплицы у нас готова. Все выложено травой сухой. Мокрой травой нельзя, потому что вы пожгете помидоры. Трава будет гореть и сгорят помидоры. Вот, надо облаживать только сухой. Так, засадила я свою теплицу. Здесь еще эту сторону осталось обложить травой. Вот.
Хватило только на одну сторону мне. У нас участок большой. Саша еще накосит. Дедовые одуванчики перевесила, потому что они болтались посередине. Пошла у деда, можно сказать, отжала такую здоровую бочку. Налила воды, чтобы поливать уже свои помидорки. У нашего деда чего только нету. О, кстати, смотрите, какой у меня стульчик раритетный стоит в теплице. Надо будет его покрасить. Смотрите, какой железный, необычный. О, сейчас поверну вам его. Красота. Ну, теплица моя готова. Пускай растут. О, Саша сделал такую насыпную грядку возле теплицы. Сюда посадим огурцы и кабачки. Кстати, купила огурцы какие-то китайские змеи. Сказали, что очень большие. Грабли где-то здесь были. Сейчас найдем. Вот, сейчас посадим. Это уже будет на улице. Сейчас будем замачивать с вами огурцы и кабачки. Сюда чуть-чуть водички. Ложим. На одну сторону положим кабачки. Кабачков, конечно, ложат с каждым разом все меньше и меньше. Накрываем салфеточкой. А с этого боку положим огурцы. Огурцов тоже ложат уже по минимуму. Прям пару семечек. И тоже накроем. Пускай стоят, набухают. Саша сейчас будет у нас садить огурчики. Да, Саша? Будет, как эти, знаешь, сегодня Никола говорят, сади огурцы на Николу, будут огурцы как колы. Банки будешь только подставлять. Не будем знать, куда девать. Такой урожай. Так, пришла я к своим перепелкам. Смотрите, вчера я насыпала целые вот эти бутылки обрезанные. Вот видно, что с одной они едят хорошо, вторая, ну, почти съеденная. Ну, можно сделать вывод, что такую конструкцию на сутки им хватает. Можно смело уехать куда-то на сутки и быть спокойным, что еды у них хватит. Воды у нас тоже хватает есть. Так, что у нас сегодня по яичкам? Посмотрим. Оп, смотрите, 2 есть. Раз. 2. Вот, смотрю, еще одно. Но плоховато они, конечно, скатываются. Надо было немножко больше уклон сделать. Оп. Так, вот мы и посадили нашу теплицу. Мой стул. Дедова бочка. Помидоры засланные. Дедовые одуванчики. Это мы купили, как бы, не знаю, что это. Набирается воды, моются ноги. Якобы летний душ. Так, вот тоже наши помидорки. Все заслала, все полила. Вот у меня дед что-то еще наставил. Сказал, что он какой-то свой там сорт помидор прикрыл, чтобы они не горели. И наша грядка. Красавица грядка. Ну, травы мне на грядку эту не хватило. Здесь по краю мы посадили кабачки. И там 2 рядочка огурцов. Ну, будем ждать урожай. Работа у нас проделана, сами видели, не маленькая. Мы засадили и грядку, и теплицу. Работы много.
Тося, скажи, работы очень много. Даже Тося знает, что работы много. Всем пока-пока. Удачи. Садите, выращивайте, маринуйте, наслаждайтесь деревенской жизнью.